советники Трампа представили план прекращения войны Российской Федерации против Украины. Об этом сообщил Reuters. Я вам сейчас расскажу. Этот план разрабатывали Кит Келлог и Фред Фляйтс. Сейчас расскажу вам этот их план. Он, в принципе, плюс-минус был озвучен Байденом. Озвучен он был, конечно же, Трампом. Но именно поэтому и важны нам будут дебаты. Потому что то, что сказано на дебатах, не вырубишь топором. Вот все, что до этого говорилось, до дебатов, там сказал, на встрече с такими сказал, с сякими сказал. Важно, должен отвечать за эти слова, должен. Но, извините, контекст. Как сегодня постоянно говорил Арестович в интервью Гордеевой, что, извините, это все в контексте, я тут ни при чем. Окей. И на дебатах это не так. Это считайте документ. Это считайте предвыборная программа. Потому что вы можете сколько угодно писать, садиться и писать 185 тысяч знаков предвыборной программы, это читать никто не будет. Дебаты посмотрят все так или иначе. И все растащат. Даже если не посмотрят, это растащат на цитаты. Но это мы с вами в пятницу. Цитаты с дебатов будем с вами в пятницу разбирать, по крайней мере, те, которые нас хоть как-то касаются. Так вот, план этих самых двух советников Кита Келлога и Фреда Фляйтса, а это не просто люди, они занимали должность руководителя аппарата Совета национальной безопасности Трампа, пока он был президентом с 17 по 21 год. Этот план предусматривает, что при избрании Трампа президентом он остановит поставки военной помощи Украине, если та откажется от переговоров с США. Зато Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. Во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения. Основные элементы плана изложены в общедоступной издательской работе, опубликованной Институтом политики «Америка превыше всего», дружественном к Трампу аналитическом центре, где Келлог и Фляйтс занимают руководящие должности. Украина понад все, Америка понад все. Окей, Deutschland über alles. Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно быстро усадить Россию и Украину за стол переговоров. Мы говорим украинцам, вы должны сесть за стол переговоров. Если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США прекратится. А Путину вы говорите, он должен сесть за стол переговоров. Если не сядете за стол переговоров, мы дадим украинцам все необходимое, чтобы вас на поле боя. Мне здесь нравится слово, как в День любви, я думаю, да, вот на поле боя. Мне это нравится. Я все время тоже говорю, давайте просто уничтожим всех, и то это говорю только потому, что иначе мне там, вы поняли. Давайте просто уничтожим всех оккупантов, и в стране наступит мир в ту же секунду. И заметьте, также говорят советники Трампа. Москву также можно было бы заставить сесть за стол переговоров, отложив на длительное время обещание членства Украины в НАТО. То есть не отменив, а отложив. Так оно пока и так отложено. Что там? Фляйтс сказал, что Украине, согласно этому плану, не нужно формально уступать территорию России согласно их плану. Однако, по его словам, Украина вряд ли сможет восстановить контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе. Ближайшая перспектива по Макрону это что, дескать, не завтра. Завтра не удастся восстановить, а послезавтра уже посмотрим. По словам Келлога и Фляйтса, для достижения длительного мира в Украине нужны дополнительные гарантии безопасности для Украины. Кроме того договора, который подписал Байден. Помните, мы переживали, что Трамп придет к власти, отменит гарантии безопасности. Что говорит его советник по безопасности Фляйтс, бывший советник? Вооружение Украины до зубов, вероятно, будет ключевым элементом этого. То есть гарантия безопасности Украины будет не бумажка эта, которая уже есть и уже хорошо, а вооружение Украины до зубов. Это, напомню, план советников Трампа. Вооружить Украину до зубов. Я не утверждаю, правда, говорит советник, что он, то бишь Трамп, согласился с этим планом или согласился с каждым словом, но мы были рады получить от Трампа обратную связь. Что ж, вот такой план. С одной стороны, там есть неприятные для нас моменты, с другой стороны, по-моему, это очень приятный момент, что нас собираются вооружить до зубов. Я думаю, что интересно будет послушать дебаты, и узнать, что же там на самом-то деле есть. А пока скромное обаяние буржуазии, 150 миллионов долларов. Об этом пакете помощи, скорее всего, сегодня объявят американцы. На 150 миллионов долларов новый пакет помощи, в котором снаряды 155-105 мм, снаряды для Хаймарс, противотанковое стрелковое оружие и гранаты. И один из чиновников США заявил, что они не могут проверить, включает ли этот пакет атакамсы,
но что помощь не включает кассетные боеприпасы. Это он зачем, зараза, заявил?